Привет, друзья, с вами Лада. В этом видео мы с вами сплетем вот такой небольшой короб для всяких разных и нужных мелочей. Будем экспериментировать с черной патиной и сделаем вот такие интересные ручки из веревки. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Тогда вы точно не пропустите кое-что интересное, что я для вас подготовила на будущее. Итак, приступаем к работе. Я подготовила материал, это газетные или бумажные трубочки, из которых мы будем плести этот короб. Эти трубочки я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу их и специальным образом обрабатываю, чтобы в плетении они были мягкие, прочные, пластичные. В своих отдельных видео я показываю все эти процессы. Ссылки на видео я оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании. Заглядывайте в описание обязательно. И начинаю я плетение с прямоугольного донышка. Сейчас показываю, какую конструкцию я соорудила. Здесь я нарастила трубочки между собой, такие у меня длинные получились, трубочки стойкие. И все это я разместила на мате для резки, прикрепила малярным скотчем, чтобы вся эта конструкция не разошлась при начале плетения. Донышко у меня будет достаточно длинное, не такое широкое, поэтому стойки мне пришлось удлинить, чтобы потом просто их не наращивать. И я начинаю плести это дно. У меня уже есть отдельное видео на канале по плетению прямоугольного донышка. Оно очень подробное, и по нему можно сплести идеальное прямоугольное дно. Обязательно ссылку на это видео я оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под видео. Заглядывайте туда. Здесь еще есть такие нюансы, что стойки я сделала двойные, и расстояние между стоек у меня достаточно большое, то есть 3 сантиметра. Обычно я делаю расстояние между стойками, максимум 2,5 сантиметра. Но, в принципе, в плетении прямоугольного донышка это мне не мешает, и, как оказалось, совсем не мешает такое широкое расстояние между стойками. Главное следить за тем, чтобы стойки не гуляли, как обычно они норовят у нас делать. Двойные стойки, они достаточно прочные, и они не очень гибкие, поэтому их удержать на своем вертикальном положении довольно просто. А когда мы, конечно, будем плести стенки, нам нужно следить, чтобы эти стойки у нас не танцевали в разные стороны. Как вы видите, здесь я плету одной рабочей трубочкой, простым ситцем, и стараюсь наращивать очень аккуратно эту трубочку, обязательно за стойкой, чтобы с лицевой стороны у нас ничего не было видно. А с изнаночной у нас, конечно, будут немного видны места наращивания, но я считаю, что это не критично. Конечно, если вам сложно плести вот на такой разметке, без каких-либо специальных приспособлений, то я считаю, что нужно делать вам так, как удобно. То есть, если у вас есть приспособления для плетения прямоугольных донышек, то плетите на них. У меня таких приспособлений нет, потому как я приноровилась плести такие донышки именно так, как в видео я показываю. И я уже научилась держать боковые стойки, чтобы они не уходили вовнутрь. А как это сделать? Это сделать довольно-таки просто. То есть, когда вы оплетаете боковую стойку, обязательно вы ее держите в том направлении, в котором она должна находиться. И обязательно, когда вы делаете виток, хотя бы 1 сантиметр от этой боковой стойки вы рабочую трубочку в этом месте разминаете очень хорошо и делаете ей виток. Тогда эта рабочая трубочка, когда вы делаете ей виток, она не натягивает боковую стойку вовнутрь. Наоборот, она очень нежно обволакивает боковую стойку, тем самым боковая стойка продолжает находиться в том вертикальном положении, в котором она была, а рабочая трубочка продолжает оплетать стойки дальнейшие. И, соответственно, когда вы делаете виток вокруг боковой стойки, вы обязательно рукой держите эту боковую стойку и не даете ей вообще никуда сдвинуться. И когда вы уже проплетаете где-то 2 стойки после боковой, то тогда можете отпускать руку. Вот это мне помогло. И тем самым сейчас у меня нет проблем с тем, что боковые стойки у меня как-то не туда гуляют. Наоборот, они держатся в своем месте, их даже фиксировать по сути не надо. Но не переживайте, если у вас это пока не пришло. На самом деле это все приходит с практикой. Нужно сплести не одну, не два прямоугольных донышек, чтобы они действительно получились идеально ровные. Так что не переживайте, практика и труд – наши друзья. И, конечно, я обязательно помню, что у меня двойные стойки, поэтому с боковых сторон я также делаю двойные стойки, так как на видео.
Донышко уже готово. Я проверяю ровность плетения прямоугольного дна, измеряю линейкой начало и конец. Все у меня сходится, все отлично, и я приступаю к следующему этапу. А именно сейчас я буду оплетать по периметру это прямоугольное донышко веревочкой в 2 трубочки и, соответственно, формировать уголки. Еще обратите внимание, какое донышко у меня получилось. Вот здесь я пока готовлю трубочки для начала плетения веревочкой в 2 трубочки, отмечу, что слева и справа с каждой из сторон у меня получилось с одной стороны по 4 трубочки, с другой стороны по 3 трубочки. И это неспроста. Но там, где 4, потом у нас все-таки одна обрезается, то есть остается 3 трубочки. Ну и, соответственно, уголок я буду формировать, беря одну трубочку из вот этих 3, и там у меня останутся одна двойная стойка. Вот такие дела, такие расчеты. Ну, соответственно, будет понятнее, когда мы с вами сейчас перейдем к практике. Итак, я соединила 2 трубочки вместе. Вот таким образом начинаю оплетать по периметру всю эту конструкцию. Как мы плетем овальное донышко, все то же самое, только на втором ряду мы с вами формируем уголки. Ну а пока я плету веревочкой в 2 трубочки, вот таким образом. Обязательно аккуратненько я оплетаю каждую двойную стоечку. На первом ряду я пока уголки оплетаю вот таким образом, как на видео, то есть я не формирую уголок, а я просто оплетаю стороны. Очень аккуратненько. И как раз сейчас я показываю, как формирую уголок, когда перехожу на второй ряд плетения веревочкой в 2 трубочки. У нас с вами на одной стороне тройная стойка, то есть 3 трубочки в одной стойке, и с другой стороны то же самое. Из тройной стойки я беру одну трубочку, там остаются 2 трубочки, из другой тройной стойки я беру также одну трубочку, там остаются 2, и из этих 2 новых я формирую уголок, оплетаю таким образом, как вы видите на видео. И так далее, все 3 угла далее таким образом формирую. Донышко готово, и сейчас я проделываю с ним следующее. Я беру конструкцию, которая состоит из доски, толстого мягкого фетра и портновской резинки. И вот таким образом я это донышко прикрепляю резинками к этой конструкции. Все это я делаю для того, чтобы в дальнейшем донышко у нас не покоробилось со временем, а такое часто случается. И плюс фиксированное донышко помогает мне легче плести стенки. Так как плету я без формы, эта конструкция мне очень сильно помогает в этом. Здесь обратите внимание, что я не переворачивала это дно, лицевая сторона смотрит на меня, и, соответственно, у нас осталось убрать эти 2 рабочие трубочки, которые остались от плетения веревочкой в 2 трубочки, потому что плести далее стенки ими невозможно, не в ту сторону они пойдут. Но убираю я их в этом случае не так, как я обычно делаю в своих предыдущих работах, я их уберу впоследствии, когда буду плести стенки. Вот таким образом они у меня будут прятаться к уже имеющимся стойкам. Пол делать сделано, сейчас я перехожу к плетению стенок. Первые 2 ряда самые сложные. Здесь нам нужно поднять хорошенько стоечки, чтобы они не гуляли, их оплести аккуратненько. И, конечно же, следить за тем, чтобы у нас уголки тоже ровно оплетались. А углы – это боль для некоторых. Но, как я говорю, практика, много практики, и только практика поможет нам сплести идеальные углы. Здесь на углах я не делаю дополнительные витки, мне не нужны слишком острые углы, я люблю более обтекаемые уголки, но, как говорится, если вы хотите более острые углы, то, конечно, нужно делать дополнительные витки. Я в одном видео показывала процесс плетения углов, обязательно ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках и в описании под видео, заглядывайте туда. Конечно, если вы плетете короб по форме, то вам легче следить за тем, как у вас оплетаются стенки и уголки этого короба. Если вы хотите научиться плести без формы, как я, то здесь нужно быть предельно аккуратными. Первое, что нужно сделать, это немного подсушить стойки. Если они у вас увлажнены, так же как и рабочие трубочки, то после поднятия их, после проплетания нескольких рядов, оставьте короб и пусть ваши стойки слегка подсохнут. Перед этим, конечно, нужно их выровнять как можно ровнее вертикально, и, соответственно, потом вам легче будет их оплетать, и уголки тоже.
Ну и следующий мой совет, когда вы плетете любое изделие, короб, корзину без формы, то ни в коем случае не затягивайте плетение, не стягивайте плетение. Когда вы плетете рабочими трубочками, не надо рабочие трубочки сильно тянуть. Вы сделали ими витки, вы оставили их в том положении, в котором вы их оставили. Если вам сложно следующий виток делать не затягивая, то левой рукой вы держите то, что вы оплели, и, соответственно, плетете дальше. И вот таким образом у вас пальчики меняют положение, и вы уже со временем начинаете чувствовать, как вы стягиваете плетение, как вы здесь немножечко перетянули и так далее, и так далее. И вам становится легче, конечно. Я не призываю всех плести без формы или учиться плести без формы, каждый плетет так, как ему удобно, но, конечно, есть те, кто интересуется и заинтересовывается в этом процессе, а как это плести без формы. Для меня плетение без формы – это очень удобный способ, и мне легче научиться ему, чем изготавливать каждый раз форму для какого-либо изделия. В следующих кадрах я показываю процесс плетения короба в разных ракурсах, чтобы было понятнее, как это я делаю. Но здесь чего-то такого экстраординарного нет. Я продолжаю плести обычной веревочкой в 2 трубочки, немножечко на расслабоне, потому что это мой любимый узор. И, конечно, я слежу за прямотой стоек и за прямотой уголков. Когда я закончила плетение той высоты, которая мне нужна у короба, я делаю следующее с рабочими трубочками. Вот здесь у меня начальная стойка, и здесь я оставляю рабочие трубочки с изнаночной стороны, там я подрезаю их очень аккуратно и потом приклеиваю на клей. Я не стала их прятать в плетение, мне показался такой вариант более
приемлем, что ли, для именно этой ситуации. Короб практически готов, хотя это еще не похоже на короб, нужно сделать несколько важных этапов, но перед этим сейчас вот эту плетеную заготовку я буду выравнивать по высоте, по всему периметру и лакировать в один слой. Делаю это для того, чтобы впоследствии мне не нужно было это все дело выравнивать по высоте и, соответственно, чтобы эта плетеная заготовка просто не покоробилась в дальнейшем, когда я сниму вот эти резинки и вытащу грузики. Даю всей этой заготовке высохнуть и после обрезаю стойки под нолик. А затем снова лакирую вот эти места, где я подрезала стойки. Вот такая у нас получается заготовка. Даю высохнуть. После высыхания в эти обрезанные места, где были стойки, я вставляю новые стойки. Трубочки здесь у меня длинные, 35 сантиметров, и в целях экономии я каждую трубочку разрезаю на две части, и у меня из одной трубочки становится две трубочки, две стойки. И вот таким образом, как на видео, я вставляю новые стойки. Делаю загибку, и здесь я решила сделать стандартную розгу, хотя я ее не очень сильно жалую и не очень сильно люблю, только потому, что она мне уже приелась. Во многих работах я вижу только эту розгу, а мне всегда хочется как-то разнообразить, что-то интересненькое, что-то новенькое попробовать, но тем не менее могу признать, что именно в коробах розга идеально подходит. В этом видео я не стану показывать полный процесс плетения загибки розги, но у меня есть отдельное видео по плетению этой загибки, обязательно заглядывайте в описании, там я оставляю ссылку, и ссылку оставляю в верхнем углу видео в подсказках. Загибка сделана, и сейчас я перехожу к изготовлению ручек. Именно к изготовлению ручек. У меня осталась вот такая веревка черного цвета, можно сказать, шпагат. И я, кстати, ее закупила очень давно, даже у меня где-то было видео на канале, где я рассказывала о своих покупках, но мне как-то не довелось этот шпагат применить. И когда я посмотрела на этот короб, я поняла, что именно здесь он подходит. Я сделаю из него идеальные ручки. Я уже отрезала два отрезка одинаковой длины, и сейчас я спичками вот эти концы зафиксирую, чтобы они не распускались в дальнейшем, и сделаем крутые ручки. Ручку я прикрепляю по следующему принципу. Я намечаю места, где у меня будет крепиться ручка, в тех рядах, где мне это нужно. Ножницами расширяю пространство. Здесь вот рядом со стоечкой продеваю трубочку так, как на видео, то есть концы у меня будут смотреть на лицевую сторону, а с изнаночной стороны будет вот такая петелька. Укладываю конец будущей ручки таким образом, как на видео, между вот этими двумя концами. И эти два конца крест-накрест я закрепляю, как на видео, и их продеваю в следующий верхний ряд внутрь на изнаночную сторону. Ну а с изнаночной стороны у нас осталась петелька от продевания этой трубочки, и соответственно эти два конца у меня уходят внутрь этой петельки. Петельку делайте не слишком широкую, только вот такую, чтобы туда просто проделись вот эти два конца, и они фиксируются очень-очень плотно и обрезаются. И вот такие замочки у нас получаются с изнаночной стороны. Смотрятся они и с лицевой стороны, и с изнаночной достаточно интересно. Согласны? Теперь я очень тщательно лакирую этот короб в один слой. Даю этому коробу после лакировки очень тщательно и хорошо просохнуть. И сейчас я приступаю к самому смелому эксперименту за всю мою историю плетения. Такого еще ни разу не пробовала. Это патинирование черной акриловой краской. В одном из своих видео, если вы помните, я говорила, что патину можно делать
любыми оттенками красок. В частности, я делала патинирование золотой, серебряной, медной краской, коричневой, белой, но черная краска такое у меня в первый раз за мою практику. Посмотрим, что получится. В общем, в этих кадрах вы видите, как я очень-очень легонько при помощи губки начинаю наносить черную акриловую краску на короб. Здесь самое главное не переборщить, иначе это будет выглядеть как грязь. Честно говоря, мне не очень понравилось, как это все получилось. Эта черная краска достаточно выделяется на плетение и смотрится действительно как грязь. Ну, не знаю, это на мой взгляд так, и я решила эту черную краску немножечко приглушить, потому как ее уже не стереть, она уже высохла. И сейчас я буду патинировать белой краской, но тоже совсем-совсем легонечко. И вот такой короб у меня получился. И мне очень понравился эффект этого патинирования, то есть сначала черной, потом белой краской. Он немного состарил короб, и короб приобрел некую такую оригинальность, что ли. Но, к сожалению, камера не передает настоящего оттенка этого короба и не передает вот этого патинирования так, как оно есть на самом деле. Но, тем не менее, поверьте мне на слово, мне очень понравился результат, и особенно мне еще понравились ручки вот из этого шпагата. Девчоночки и мальчишки, это просто супер. Вот если у вас есть возможность, обязательно попробуйте сделать такие ручки. Во-первых, они очень прочные, а во-вторых, вы посмотрите, как они интересно смотрятся на плетении. В общем, если вам понравилось видео, если вам понравилась идея плетеного вот этого короба, обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Мне будет очень приятно почитать. И благодарю вас за то, что смотрите это видео до конца. Я желаю вам легкого плетения, вдохновения. И увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!